Привет! В комментариях часто спрашивают, какие выбрать смарт-часы, но на этот вопрос, естественно, нет однозначного ответа, просто потому что кому-то хватит функционала Mi Band, а кому-то нужно еще один гаджет на запястье, чтобы ютубчик посмотреть и на сайтах полазить. Но есть одно требование, которое нужно, практически всем. Желательно, чтобы часы не нужно было каждый вечер класть на зарядку, как и телефон, а чтобы они там проработали неделю, или хотя бы 2. Так вот, Huawei Watch GT 2e сделаны именно с упором на автономность. Вообще есть фундаментальное отличие между смарт-часами и фитнес-часами. Смарт-часы подразумевают наличие операционной системы с возможностью установки сторонних приложений. Фитнес-часы довольствуются только тем, что есть с коробки. И когда только подходишь к выбору смарт-часов, естественно, тебе хочется получить по максимуму, так сказать, и шашечки, и ехать. Примерно полгода назад у меня были TicWatch Pro, там прям Android стоит, и установить можно все, что угодно, только есть два момента. Проходит 2 дня, ты уже с ними наигрался, и левые приложения тебе как-то уже и не нужны, и второе, они конкретно тормозили, просто невыносимо. Поэтому все потребности в основном сводятся к получению уведомлений, чтобы не прям сильно тормозили, нормально держали заряд, еще можно замахнуться на такую вещь, чтобы у них была встроенная память, чтобы туда, например, музыки закачать и пойти на пробежку без телефона. Так вот, Huawei Watch GT 2e все это есть. Watch GT 2e это такое обновление часов Watch GT 2 и чисто по дизайну новое поколение даже симпатичнее. Цифры на безеле не так бросаются в глаза, кнопки не так выпирают, а более плоские. В общем, минимализм это про них. Всего есть 3 цвета: черный, красный и зеленый. Вот в зеленом цвете цифр на безеле нет вообще. Как по мне, это только в плюс, лучше бы цифр вообще нигде не было. Сразу надо иметь в виду, что часы идут в одном размере на 46 мм, так что если у тебя тонкое запястье, как у меня, 1000 раз подумай, стоит ли их брать. Сам корпус часов из нержавеющей стали, низ из пластика, а ремешок силиконовый на 22 мм с быстросъемными шпильками, так что если что, можно и заменить. Буква Е в названии часов, вот этот GT 2E, значит Energy, то есть более спортивные. Поэтому, если скоро лето, а ты еще не в форме, можешь купить часы и, не сегодня, но с понедельника точно начать заниматься. Потому что, во-первых, тут предустановлено аж 15 видов тренировки, есть влагозащита, значит можно поплавать, есть GPS, это значит можно побегать. А во-вторых, кроме 15 основных, есть еще 80 дополнительных, там даже больше. Поэтому с понедельника можно заняться еще и балетом. Пульс они тоже умеют мерить, причем показывают плюс-минус 3-4 пункта, как Apple Watch или Galaxy Watch Active 2. В общем, погрешность небольшая. После того, как на часы прилетело обновление, появилась еще функция измерения насыщенности кислородом крови. А вот это уже показывают через пень-колоду. Несколько раз у меня показывалось вообще 88%, при норме 99-97. Цифра 88 значит, что мне уже пора скорую вызывать, так что для галочки. К тому же, даже если ты супер плотно затянул ремешок на руке и не двигаешься, он может раз 5 подряд показывать «повторите заново». Все взаимодействие с часами происходит с помощью приложения на телефон Huawei Health, причем почти неважно, iPhone у тебя или Android. Почти, потому что с айфона, во-первых, ты не сможешь на часы музычку залить, а там как-никак 2300 мегабайт под это отведено. А во-вторых, если предустановленные циферблаты вдруг не подойдут, через приложение на айфоне скачать новое не получится, а на андроиде получится. Функционал самого приложения для таких устройств стандартный. Можно посмотреть качество сна, количество шагов, настроить уведомления, и все такое. Шагомер, кстати, хорошо считает, на 100 шагов он насчитал фактически 102 шага. Погрешность небольшая, но, к примеру, если едешь в машине, лишний он все-таки считает. Почти главное в таких часах это работа с уведомлениями, и тут в принципе все в порядке. Уведомления приходят, написано из какого-нибудь приложения, но ответить хотя бы предустановленными ответами тут нельзя. Не часто этим пользуешься, но в принципе штука полезная. И, наверное, ключевое отличие GT 2e от GT 2, здесь ответить на входящий вызов нельзя, только отбить, так как микрофоном и динамиком новое поколение обделили. Хотя чисто технически тут есть отверстие под микрофон, но используется оно только для голосового управления. В часах нет никакого встроенного магазина приложений, поэтому функционал ограничен тем, что есть с коробки. Компас, погода, барометр, в общем, все базово есть, но по функционалу это скорее фитнес-браслет в корпусе часов. Никакой NFC для бесконтактной оплаты тоже нет. Особенно расстраивает вот это дергание интерфейса. Любое перелистывание сопровождается или подергиванием, или потупливанием, но прям таких серьезных каких-то зависаний нет. Правда, аккумулятор немного сглаживает все косяки, потому что автономность и правда неплохая. За 4 дня использования часы сели до 65%, и это в таком серьезном режиме, когда уведомлений куча приходит. Включено автоизмерение пульса, 1 часовая тренировка в день, в общем 14 дней в таком режиме они не выдержат, но дней 10 спокойно. А теперь цена. В официальном магазине Huawei они стоят 12 тысяч рублей или 170 баксов. Ты подумаешь, а нафига переплачивать, если можно зайти на AliExpress и будешь почти прав. Почти, потому что они там продаются, в принципе, по такой же цене, но сейчас там проходит какая-то акция, даже подарки раздают, и с учетом всяких скидок и купонов они могут обойтись 120 баксов. И вот это уже интересней.
Примерно за эти же деньги можно купить Amazfit GTS. У них поменьше разных тренировок, но заряд держит тоже неплохо, и даже с помощью небольшого танца с бубном можно отвечать на входящие сообщения. Если не знаете как, посмотрите обзор по подсказке вверху. Правда, вот песни на них не закачаешь. А старшая версия Huawei Watch GT2 стоит вообще 13 тысяч рублей, но зато по ним можно и разговаривать. Разговаривать по часам, конечно, стоящее возвращение, но несколько раз в месяц, когда там телефон в другой комнате, эта функция все-таки выручает. В принципе, если это не нужно, можно немного сэкономить и взять вместо GT2 GT2e. Но 170 баксов, если брать по full прайсу, дорого, я бы не брал. 120 баксов уже прям получается хорошо, такие антикризисные фитнес-часы от Huawei. Пиши свои мысли в комментарии, взял бы их или там предпочел за эти деньги, или даже может быть чуть дешевле другие часы. Поставь лайк, ну и естественно подпишись на канал. С вами был канал TrueView, до встречи в следующих видео, пока.